Всем привет, мои хорошие, из поселка Гиделек в округе Архангельск в провинции Бурса. Сегодня у нас будет такой кулинарно-информативный блог, прогулка по маленькому поселочку Гиделек. Он находится недалеко, буквально в 8 километрах от Гемлика, от нашего, и является центром по заготовке солений Турции. Я вообще не знала и не слышала об этом поселочке, но недавно увидела очень интересную передачу местного канала с таким харизматичным ведущим. Ben ne yangınlar gördüm böylece bırak beni. Sen ateşten korkarsın. Kaç kurtarken. Ay 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 ay. Gel. Sтой. Вкусно очень он так все преподносил, что решила прогуляться здесь сама и вас познакомить, русскоговорящую свою аудиторию, с этим знаменитым поселочком и с производством солений. Я пока еще в офисе хозяина фабрики, жду, когда он подъедет, чтобы получить разрешение на съемку. Соленья, которые будут знаменитыми на всю Турцию, туршу. Готовят они такие небольшие пакетики, закрывают. Вот так вот выглядит уже соленья готовые. И посмотрели немножко фабрику, не стала я смущать девушек. Фабрика Üsküdar Unal Turşu. Поснимала я фабрику по изготовлению туршу и чешу в центр. Как наш Гемлик славится оливками, производством оливок, маслин, так Гиделек славится производством солений, туршу. У меня как-то не сразу сложились отношения с турецким туршу. Поначалу я вообще никак не могла привыкнуть. Мне казалось, капуста и вообще овощи залиты просто уксусной эссенцией. И все, после нашего квашения. Ну, потихоньку привыкла. И вы знаете, как-то нашла уже непосредственно сорта для себя. И капуста, и огурцы. И стало даже нравиться. Видите, хурьма как растет. Хозяева фабрики – молодые люди, ищущие, собирающие разные рецепты. Поделилась рецептом нашей квашеной капусты. Сказали, что попробуют сделать. И, может быть, даже введут в производство. Смотрите, тут какой цветочный оазис. Видите? Шел и зашел, посидел среди цветочков. Попил чай, кофе. Оазис деревенской жизни в Турции. Он как на меня смотрит по-русски, разговаривая, прям встал и замер. Люди, конечно, в Турции меня поражают в хорошем смысле слова очень сильно. Я приехала в Гиделек, я понимаю, что фабрику просто так нельзя зайти любому и снять там все-таки продукты. Подошла к какому-то мужчине в центре. Он позвонил одному, второму, третьему, зашел, взял машину, привез меня на фабрику. Правда, там не очень удачное время, но все, что смогла, показала. У нас такое возможно вообще? Ну, вот так вот выглядят турецкие соленья. Тут же и производство. Если мы были на большой фабрике, то здесь это частный магазин, небольшой. Видите, как тут и зеленые помидоры, и перчик. Я даже не знаю, что и прикупить. Какие тут банки. Это рассол из туршу. Микс. Evet, mix. Огурцы и помидоры. Понятно. А это что такое? Салаталык. Salatalık. Большой и маленький. Понятно. Огурцы большие и маленькие. Bu üçü de salatalık. Это армут. Груша маринованная. Я вот не знаю, компот это олтус. Ага, это соленая груша. Взяла я себе груши и рассол. Не знаю, смешанный рассол, ни разу не пробовала. И все это стоит 15 лир. Вот эти банки по 10 лир. Здесь сколько? Bir buçuk грамм, 1,5 литра. Вот эти вот банки. Это по 10 лир. Рассол 5 лир. А это большие буюк ne kadar? Onlar 10 kilogram. Ага. 10 kilogram 60. Отмышь Evet. от 60 килограмм, ой, 10 килограмм 60 лир. И славится он еще перчиками, острым перцем, который подают и к завтраку, и к обеду, и к ужину, и в ресторанах, и в кафе. И очень славится Гиделек производством вот этого острого перчика.
Так что забыла про него вначале, но вспомнила вовремя. Я, наверное, еще и перчик возьму. И мы с вами ползем по турецкой провинции. Такой турецкий рабочий поселочек. Вообще в поселке живет около 1500 человек. Но в сезон сюда прибывает народа до 5000 на заготовки овощей, фруктов. Овощи сюда привозят со всей Турции. Везде бочки, везде пахнет квашением, соленьями. Производят в сезон до 50 тысяч тонн туршу. 50% из которых идут на местный рынок, на потребителей Турции, 20% идут в рестораны, 30% идут на экспорт в разные страны. И уже в районе 100 лет занимается производством солений в этом месте. На каждом углу магазинчики с туршу. И стоят они, конечно, но смешные деньги. Тут и морковь, и аджика, и свекла, и грибы, и огурцы, и чего тут только нет. В общем, сами видите. Неплохие тут домики. А вон какой шиповник, посмотрите. Это дикая роза. Вон, видите, какого размера шиповник. Охранник фигов не дает снять такую красоту. Шла и такое чудо встретила. Смотрите, отара овец. Какие же вы хорошенькие. Тут с рогами. Сильно подходить не буду. Вот они замерли. Не знаю сама, куда я вас завела. Сейчас будем смотреть в древнем сказочном лесу. Смотрите, какие старые деревья. Вот так вот. Вроде идешь и бах, и попадаешь в какую-то сказку. Посмотрите, какие ветви, а. Уму непостижимо, сколько лет этому дереву. Представляю, как летом здесь красиво, в этом сказочном лесу. Ну что, мои хорошие, всем пока-пока. Сегодня у нас такой небольшой влог был прогулочный. И на фоне этих сказочных деревьев хочу с вами попрощаться. Думаю, что теперь, когда будете есть турецкие соленья, где бы это ни происходило, в отеле или в ресторане в Турции, а может и не только в Турции, будете представлять, откуда эти соленья. До новых встреч. Не забывайте подписываться на канал. Здесь, где бы ни ходил, везде отголоски истории. Вот посмотрела это дерево и думаю, что оно видело на своем веку. Да? Немножко напоминает Трилье, это местечко, Геделек. Гранаты. Это какое небо голубое и горы зеленые. И желтая осенняя листва. В красивом местечке Геделек. Это наш Гемлик, какое-то представление в центре. Хочу вам показать. Не знаю сама, что. Случайно. У нас какая-то тут галерея в центре открылась. Надо, в общем, в центр чаще выезжать из своего монастыря. Мясо, опять мясо. Надоело. Возле мясного магазина.